Здравствуйте, друзья! С вами Дина и канал Коллекция рецептов. Блины любят во всем мире, и в каждой стране есть свои национальные традиционные рецепты. Завершая масленичную неделю, хочу познакомить вас с необычными блинами. Сегодня будем готовить настоящие марокканские блинчики багрир, или как их еще называют, 1001 дырочка. Их даже блинами не назовешь, они скорее похожи на пышную лепешку или пористый дрожжевой лаваш. Правильно приготовленные блинчики получаются очень мягкими, воздушными и напоминают губку со множеством дырочек. Готовят эти блины на манной крупе с использованием дрожжей и разрыхлителя, но обо всем по порядку. В большую миску высыпаем 360 граммов манной крупы самого мелкого помола, какой сможете найти. Туда же отправляем 5 граммов соли, это чайная ложка без горки, 1 столовую ложку сахара, 1 столовую ложку муки с большой горкой, 1 чайную ложку сухих дрожжей и по желанию ванилин или ванильный сахар, но это не обязательно. Сухие продукты хорошо соединяем и заливаем теплой, но не горячей водой. У меня в кувшине 700 мл. Температура воды должна быть не выше 40 градусов. Тесто хорошо перемешиваем венчиком и обязательно пробиваем блендером. Я воспользуюсь погружным, но можно вылить его в кувшин блендера или кухонный комбайн. Нет ни того, ни другого, используйте миксер. Пробиваем жидкое тесто не менее 3-4, а то и 5 минут, в зависимости от мощности вашего блендера. За это время тесто приобретает абсолютно однородную текстуру и становится довольно пышным и воздушным. После такой процедуры накрываем миску с тестом кухонным полотенцем или пищевой пленкой и оставляем в покое на 10-15 минут, а разрыхлитель и яблочный уксус нам понадобятся чуть позже. Спустя 15 минут дрожжи хорошо активируются, и тесто уже становится очень пышным. Всыпаем в чашу 15 граммов разрыхлителя, вливаем 1 чайную ложку яблочного уксуса и все тщательно перемешиваем. Тесто моментально начинает увеличиваться в объеме и получается вот таким легким и воздушным. Оно полностью готово к выпеканию блинчиков. Включаем плиту и подготавливаем чистое полотенце, на которое будем складывать готовые блины. Печем блины на сухой, не горячей сковороде. Наливаем половник теста в центр сковородки. Слегка даем ему растечься и на средне-слабом нагреве выпекаем только с одной стороны. Блинчик считается готовым, если на поверхности не останется сырого теста, а донышко будет слегка золотистого цвета. Заранее подготовьте кувшин с очень холодной водой для охлаждения сковороды и какую-нибудь емкость, куда ее можно сливать. Дело в том, что это тесто надо наливать на холодную или слегка теплую сковороду. Только так, плавно и медленно нагреваясь, оно в результате получается таким пористым, губчатым, со множеством дырочек. Если у вас 2 сковороды, просто меняйте их местами. Пока на одной печете, вторая остывает. А еще после выпекания каждого блина горячую сковородку можно погрузить на несколько секунд под струю холодной воды. Итак, горячую сковородку охлаждаем, наливаем порцию теста в центр сухой сковороды, даем ему растечься и на слабом нагреве печем до готовности. Горячие блинчики в один слой раскладываем на полотенце до полного остывания, а только потом укладываем их стопкой друг на друга. Вот такие пористые дырчатые блинчики получаются. Они такие мягкие, приятные на ощупь и очень вкусно пахнут. Во время выпечки этих блинов на кухне стоит аромат, как в хорошей пекарне. Пахнет свежеиспеченным хлебом. В странах арабского Магриба, Марокко, Алжире, Ливии, Тунисе эти блинчики едят вместо хлеба и выпекают разных размеров, начиная с самых маленьких, как оладьи, и до больших прямоугольных блинов, похожих на хлебные лепешки.
крышки. Если в тесто не добавлять ванилин, то по вкусу эти блины ничем не отличаются от лавашей, приготовленных на пресном дрожжевом тесте. Кроме того, эти блины совершенно постные. В них нет ни молока, ни яиц, ни сливок, ни масла. И даже по окончанию Масленицы с началом Великого Поста они будут для вас отличным подспорьем. В общем, все, кто не наелся блинов в Масленицу, могут готовить эти блины в пост. Блинчики багрир можно подавать с любым соусом, но традиционный способ употребления этих блинов с медом или медово-масляным соусом, приготовленным из равных пропорций меда и растопленного сливочного масла, хотя их можно нарезать на кусочки и кушать с вареньем. В моей семье такие блины любят использовать как основу для пиццы. Разложите поверх блина продукты, посыпьте сыром и на несколько минут в духовку. Быстрый завтрак, полдник или перекус готов. Мало того, такие блины отлично поддаются заморозке и после полного размораживания совершенно не теряют своих первоначальных качеств. Из этого количества теста получается 18 блинов диаметром 16-17 сантиметров. Рекомендую приготовить и попробовать. Желаю всем приятного аппетита. Друзья, если вам понравилось это видео, не забывайте ставить лайк. Я рада, что вы готовите вместе со мной и оставляйте свои отзывы в комментариях. Если вы еще не подписаны на YouTube-канал «Коллекция рецептов», непременно подпишитесь и нажмите на колокольчик. У меня на канале есть различные плейлисты, в том числе постные блюда и Пасха. Кому интересно, посмотрите. Ссылочки будут на экране и в описании под видео. С вами была Дина. До новых встреч!